Прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал. Возможно, именно здесь вы услышите историю, которая еще долго не даст вам уснуть. Сегодняшний рассказ оставил у меня только один вопрос. Что страшнее? Существо, которое живет у тебя дома, или человек, который 7 лет прячется внутри вентиляции и умоляет тебя о помощи? Сейчас вы узнаете ответ, но предупреждаю сразу. После этой истории вы уже никогда не сможете спокойно смотреть на вентиляционную решетку ночью. Я жил в этой квартире уже почти год. Ничего необычного никогда не происходило, пока однажды ночью не проснулся. Кто-то тихо произнес: «Андрей!» Я открыл глаза. В комнате никого не было. Я подумал, что мне приснилось, и снова лег спать. Но через несколько секунд голос повторился. На этот раз громче. «Андрей!» Я поднялся с кровати и начал искать источник звука. Телевизор был выключен, окна закрыты, телефон лежал на столе. И тогда я понял. Голос доносился сверху, из вентиляции. Я подошел ближе и услышал дыхание. Очень медленное, очень тяжелое. А потом голос прошептал: «Не смотри внутрь». Я уже посмотрел. Несколько секунд я просто стоял. Не понимая, что только что услышал, внутри вентиляции снова послышалось дыхание. Тяжелое, хриплое, словно кто-то полз по узкому металлическому тоннелю. Я сделал шаг назад, но голос заговорил снова. «Андрей, не выключай свет». По спине пробежали мурашки. Откуда оно знает мое имя? Я быстро включил все лампы в квартире. Наступила тишина. Я решил, что это чья-то глупая шутка. Утром я поднялся к соседям сверху. Дверь открыла пожилая женщина. Я спросил ее: «Вы ночью были дома?» Женщина побледнела. «Над вами никто не живет». Я усмехнулся. «Как это никто? Там квартира пустует уже 7 лет. После того случая я почувствовал тревогу». «Какого случая?» Женщина несколько секунд молчала, а потом тихо сказала: «Мужчина из той квартиры сошел с ума. Он утверждал, что кто-то разговаривает с ним из вентиляции. Каждую ночь, в одно и то же время». Он начал отвечать, а потом исчез. Полиция ничего не нашла, кроме одной странной вещи. На внутренней стороне вентиляционной шахты были царапины, очень глубокие, словно кто-то пытался выбраться наружу. Я вернулся домой. Весь день я думал об услышанном. Наступила ночь. Я специально не ложился спать. Часы показывали 2 часа 57 минут. Именно тогда из вентиляции снова раздался голос. Но на этот раз это был не шепот. Оно засмеялось. Очень тихо. А потом произнесло: «Сегодня я покажу тебе свое лицо». И внутри вентиляции что-то начало двигаться. Очень быстро. Прямо ко мне. Металл начал скрипеть, винты вентиляционной решетки медленно повернулись. И решетка начала открываться сама. Я продолжал смотреть на вентиляцию, но больше оттуда не доносилось ни звука. Прошло несколько минут. И вдруг голос снова заговорил. «Андрей, не слушай его». Я почувствовал холод. «Кого?» – тихо спросил я. Несколько секунд стояла тишина, а потом голос ответил: «Того, кто живет у тебя дома». Я усмехнулся. «Здесь никого нет, я живу один». Из вентиляции послышался нервный смех. Я тоже так думал. 7 лет назад. Я замер. «Ты тот мужчина?» «Да. Я жил в квартире над тобой». Оно тоже разговаривало со мной. Но я не понял правду, пока не стало слишком поздно. В квартире что-то скрипнуло. Очень тихо, будто кто-то наступил на половицу. Я резко повернулся. Коридор был пуст, но дверь шкафа была открыта. Хотя я помнил, что закрывал ее. «Не смотри туда», — быстро сказал голос. «Оно любит, когда на него смотрят». Я почувствовал, как сердце начало биться быстрее. «Что это такое?» Из вентиляции послышалось тяжелое дыхание. «Я не знаю, но оно появляется только ночью».
и всегда стоит позади тебя. Ты просто не замечаешь. В этот момент из шкафа раздался стук. 1 раз. Потом еще. А затем кто-то прошептал: «Андрей». Это был мой собственный голос. И голос доносился из шкафа. Я замер. Несколько секунд в квартире стояла абсолютная тишина. Потом голос из вентиляции закричал: «Не отвечай ему!» Что бы он ни говорил. «Не подходи к шкафу!» Но было уже поздно. Изнутри снова послышался мой голос: «Андрей, я знаю, что ты боишься, но я могу все объяснить». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Если ты настоящий, докажи». Несколько секунд никто не отвечал. А потом голос тихо произнес: «В детстве ты спрятал под кроватью игрушечную машинку и так и не рассказал об этом родителям». Я побледнел. Об этом действительно никто не знал. Видишь? Это я. Я пытаюсь помочь тебе. Из вентиляции послышался нервный смех. Не верь ему. Оно умеет читать мысли. Оно знает все о тебе. Я почувствовал, что начинаю сходить с ума. Кому мне верить? Голосу из вентиляции или голосу из шкафа? Именно тогда в квартире выключился свет. Все вокруг погрузилось в темноту. А затем кто-то медленно прошел по коридору. Шаг. Еще шаг. Он двигался очень медленно, будто специально хотел, чтобы я слышал каждый его шаг. Я включил фонарик телефона. Коридор был пуст, но дверь шкафа теперь была открыта полностью. Внутри стояла темнота, слишком глубокая, словно шкаф стал намного больше, и тогда я услышал дыхание. Не из шкафа, не из вентиляции. Оно раздалось прямо за моей спиной, очень близко. Голос из вентиляции закричал: «Не оборачивайся! Что бы ни случилось, не смотри назад!» Но я уже чувствовал, как что-то наклоняется ко мне и шепчет прямо возле уха: «Теперь ты тоже слышишь меня?» Я замер. Боялся даже сделать вдох. Дыхание за моей спиной стало громче. Оно было тяжелым, хриплым, словно существо не дышало много лет. Голос из вентиляции снова закричал: «Закрой глаза! Не смотри на него!» Я послушался и крепко зажмурился. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я услышал шепот совсем рядом. «Он лжет. Это я пытаюсь тебе помочь». Голос был моим, но звучал уставшим, будто его обладатель очень давно не спал. Из вентиляции раздался удар, будто кто-то изнутри бил по металлу руками. «Не слушай его! Оно уже научилось говорить твоим голосом». Я больше ничего не понимал. Кто из них говорит правду? Человек в вентиляции или существо в комнате? Именно тогда шкаф начал медленно закрываться. Сам по себе. Скрип, еще скрип. А потом внутри что-то ударило по дверце. Очень сильно. Я открыл глаза и увидел, что в комнате никого нет. Но на стене появилась тень. Очень высокая. Почти до потолка. Она стояла неподвижно и постепенно приближалась. Хотя ее владелец так и не появился. Голос из вентиляции вдруг затих. А потом, очень тихо, сказал: «Оно увидело тебя. Теперь оно не уйдет. Оно приходит только раз. Но если приходит, то остается навсегда». В этот момент тень остановилась, и я заметил. У нее не было головы, только длинные руки и огромная улыбка, нарисованная прямо посередине тела. Я не мог отвести взгляд. Эта улыбка не двигалась, но мне казалось, что она становится шире. Из вентиляции снова послышался голос: «Не смотри на нее долго. Оно питается вниманием. Чем дольше ты смотришь, тем сильнее оно становится». Я резко отвернулся, и в ту же секунду тень исчезла. Но радоваться было рано, потому что я услышал звук, очень тихий, очень знакомый. Кто-то полз внутри вентиляции, медленно, с усилием, будто тащил свое тело через узкий проход. «Что происходит?» — крикнул я. Несколько секунд стояла тишина, а потом голос ответил: «Я больше не могу здесь оставаться. Оно нашло меня. 7 лет я прятался в шахтах, 7 лет я слышал его шаги, но теперь оно пришло за мной.
В этот момент из шкафа раздался смех. Очень тихий, но полный злобы. «Ты действительно ему поверил? Посмотри на вентиляцию. Посмотри внимательно». Я поднял фонарик и направил луч света на решетку. Внутри что-то двигалось, а затем из темноты показалась человеческая рука, очень худая, покрытая пылью, и медленно потянулась ко мне.